все долго ждали. Настал. Наконец. Как думаете, куда мы такие красивые едем? А? Получили письмо и... Давай, открывай. Я, по-моему, волнуюсь больше, чем Эдвард. И... Да. Это длилось 1,5 года. Дорогие друзья, сегодня особенный день, и я стал гражданином Германии. А сейчас мы расскажем вам всю историю, как оно было. Пришли в так называемый Ausländerbehörde, все, получать мое гражданство. Бил в номер, который нужно. У меня есть уже тикет. С собой я беру свой казахстанский паспорт, Aufenthaltstitel, мой вид на жительство. Ну и на всякий случай бумажку, которую мне прислали. До этого я также оплатил пошлину в размере 255 евро. Встречаем нашего немца. Мне дали гражданство. Можете меня поздравить. Это был очень тернистый, долгий путь. Гражданство делали мы 1,5 года. Это было очень нервно, очень долго. И я могу сказать, это висело все прям вот на волоске, на волоске. Длилось еще из-за короны, нам очень не повезло, то, что мы подали документы, не хватало людей, тут кощерили, всякое такое, но в конечном итоге все-таки все получилось. Я пришел по терминам, меня сразу быстро приняли, все вовремя. Находился в этой комнате где-то примерно меньше 5 минут, наверное. Мне дали большое количество бумажек расписаться. То, что они меня проинформировали про некоторые вещи. Небольшую присягу тоже дал. Там было одно предложение, которое я должен был вслух прочесть. Я его торжественно, своим торжественным голосом и прочел. Они все улыбнулись насчет этого и сказали... Похлопали мне и сказали поздравляю. Также мне дали небольшую такую вот книжку «Свод законов Германии». А также мне дали листочек, по которому я, если что, могу пойти изменить свое имя, если оно написано неправильно, а оно не написано неправильно. Мне подарили вот такую вот ручку от Крайс Штайнферта. Да-да. Маленький, небольшой, такой приятный подарочек. Давайте все поздравим человека этого счастливого. А еще, конечно же, у меня одно из самых первых, что сделали, когда я зашел, у меня забрали мой Aufenthaltstitel, то есть мой вид на жительство. Все. А потому что он мне больше не нужен, элементарно. Паспорт внутренний, получается, Ausweis, и паспорт внешний я пойду делать уже на следующей неделе. Кто-то точно заслужил торжественный завтрак. Мой торжественный завтрак заключается вот в этой превосходной булочке, которую мне только что сделали. А у меня белекты с круассан, такой круассанчик тоже с сыром. Когда стал официально немцем, тоже вкус другой, такой насыщенный, немецкий. Ну, завтрак точно немецкий. Булочка с чем-то и кофеек. Вот заветная бумажка, подтверждающая, что все, я стал гражданином. Как оно было? В начале 2022 года мы начали собирать документы, чтобы в июне, 21 июня я смог уже их отдать. Какие документы я подавал, чтобы получить гражданство? Первое. Свидетельство о рождении. Второе. Свидетельство о браке, которое я заключил здесь, в Германии, с немкой. Третье. Это подтверждение моего знания языка. Я сдавал специально тест-дав, и сдал его на B2, этого было достаточно. Также я сдавал Einbürgerungstest, тест на знание политического устроя в Германии, как система функционирует и немного истории. Также нужно показать справки о получении зарплаты за последние 3 месяца минимум. В декабре 2021 года мы были в Валенсии, и тогда мы сделали выбор, то что Эдварду стоит получить немецкое гражданство, потому что у нас было уже давно желание попутешествовать по миру, но мы приняли тогда, сидя в кафе вечером, обсуждая все наши планы на жизнь, то, что стоит все-таки сделать Эдварду немецкое гражданство, то, что это имеет большие преимущества, и тогда мы начали свой путь. Это был на самом деле нелегкий выбор, потому что в этот день, буквально днем, мы
были с маклером и смотрели нам квартиру в Валенсии, чтобы снять ее на полгода или на год и пожить в этой самой Валенсии. У нас был тоже вариант пожить некоторое время в Испании, насладиться этим менталитетом испанским, культурой, чуть-чуть познакомиться. Но мы приняли вот такое для себя важное решение. Сейчас, смотря спустя какое-то время, уже 1,5 года прошло, я считаю, это решение было абсолютно верным. Пробежимся немного по пунктам, как это вообще было, и некоторые нюансы расскажем. Начнем с языкового теста. Еще в 2013-2014 году уже сдавал языковые курсы, тесты B1, B2, C1. Но получается так, что эти курсы, эти тесты были внутренними, и их просто-напросто не приняли у меня. Мне нужно было сдать хоть какой-то официальный тест. Что это означает? Мне нужно было сдать либо тест от Гёте-института, от Телька или тест-дав. Так как у меня этого не было, мне буквально несколько месяцев назад я зарегистрировался на этот тест. Он был самый быстрый, который только возможно. Им оказался тест-дав. И 8 августа я пошел сдавать этот тест. Переписка проходила по имейлу. У Эдварда был свой куратор, женщина, и она обо всем заботилась. То есть она говорила, какие документы нужно донести, прислать по имейлу, какие документы нужно перевести, еще и всякое такое. И она вот сказала нам тогда то, что нужно сдать официальный тест от официального института, иначе никакого гражданства не светит. Эдвард справился с этой задачей, он сдал тест DAF на B2, и хотя это было нелегко, то есть тест DAF это сложный тест, к нему надо готовиться, это не так, что Эдвард сел и сдал. Нет, Эдвард готовился к этому тесту и сдал на B2. По какому параграфу я проходил и почему, по какой причине я подавался на гражданство? Нужна веская причина. Но у меня такая причина была, так как я женился на немке. И мы в браке уже вот почти 9 лет. Привет, жена немка. Еще один немаловажный пункт, когда вы подаетесь на гражданство, вас, естественно, будут проверять где? Правильно, в полиции. Нарушали вы закон или нет. Если у вас есть какие-то мелкие правонарушения административные, вы там превысили скорость на 5-10 км в час, это ничего страшного. Но если у вас есть уголовное дело, вот с этим, я думаю, вам гражданство уже точно не дадут. Какие же преимущества немецкого паспорта? Во-первых, этот паспорт имеет индекс 176. Это очень высокий индекс для паспорта. С этим вы можете путешествовать почти везде без виза. В 132 страны виза не нужна. А в 44 страны виза получается при въезде. Ну не супер ли это для любителей путешествий? Просто нужно понимать, что когда вы сейчас подаете на гражданство, то вашу папку с документами откроют только через 6-8 месяцев. И это минимум. В больших городах, я думаю, вам ждать придется куда больше, нежели чем 6-8 месяцев. И это только первый просмотр ваших документов. И, естественно, вам скажут, просмотрят весь перечень документов и скажут, что вам донести, что не донести. В моем случае это было, я должен был донести также мои выписки о получении заработной платы. Потому что прошло уже 8 месяцев, даже чуть больше, и нужно, естественно, было им показать, что я до сих пор работаю. К сожалению, все, что связано с бумагами, бюрократией, в Германии делается очень долго и очень нудно. Это очень просто нудный процесс. Но когда вы проходите этот путь, все равно вы счастливы, что это наконец произошло, это наконец закончилась, какая-то цель была достигнута. И все равно это вызывает позитивные эмоции. Процесс действительно был очень нелегкий, очень трудоемкий, энергозатратный, время затратный. Эмоции действительно положительные. Ну и все прелесть немецкого паспорта, я думаю, мы постараемся ощутить их как можно скорее. Какой хороший день. Ну все, можем разводиться так. Паспорт я получил. Спасибо всем, что смотрели. Не забывайте подписываться, ставьте лайки, пишите комментарии. Если какие-то вопросы, тоже пишите в комментариях. А мы желаем вам всего самого хорошего и достигайте своих целей. Всем удачи и всем пока.